Merhabalar. Şimdi size kış yemeği, soğuk günlerin yemeği arabaşını yapacağız. Сейчас приготовлю для вас зимний турецкий суп. Çorbası için tavuk haşlıyoruz. Bu hangi parça tavuğu? Önemli değil. Önemli değil. Beyaz eti. Ha. Esas beyaz eti lazım ama suyu şey olsun, güzel çıksın diye kemiklerini de koyuyoruz. Tamam. Kaburgasını. Для супа нам понадобится отварить куриное мясо. В принципе, для самого супа надо именно белое мясо, но для бульона также лучше использовать и мясо на косточке. Ya esas beyaz eti kullanılacak çorbasında. Bütün tavuk da haşlarsınız, daha suyu güzel çıkar. Можно и всю курицу отварить, и тогда бульончик будет намного вкуснее. Tamam. Bunun için hamur yapacağız. Hamuru için 1 bardak un, 5 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz. Так, для этого супа нам нужно будет сделать тесто. Это bir bardak un, 1 стакан муки, 5 bardak su, 5 стаканов воды и чайная ложка соли. И завариваем это тесто, ставим на огонь. Bunu şimdi muhallebi gibi pişireceğiz. Как заварной крем практически. Будем вот так, помешивая, заваривать до густоты. Итак, тесто уже заваривается, становится густым. Видите, какие пузырьки. Bu iyice kaynayacak. Его нужно подождать, чтобы он хорошо закипело. Ya, unun beyazlığı gidecek, böyle şeffaf renk alacak. В общем, оно должно так завариться, и белый цвет муки должен уйти. То есть, ну, немножко становится таким коричневым, что ли, желтеньким. Ну, ближе к коричневому. Deve gözü denir. Eskiden böyle. Вот такие пузыри, то есть их называется как глаза, вот открываются такие. Пуль. Так и должно быть. Devamlı karıştırın ki top olmasın. Постоянно помешивайте, чтобы оно не сбивалось в комки. Вот смотрите, какие точно глазки, как вулкан. Gördün mü? Bak rengi değişti değil mi? Цвет уже немного поменялся. Такой более кремовый. İyice pişmesi lazım. Надо хорошо заварить, чтобы не было вот именно вкуса муки. Şimdi bunu suyla ıslatılmış tepsiye dökeceğiz. Итак, тесто готово. Оно такое уже кремовое. Смочили водой вот такую форму. И выливаем сейчас тесто. Выливаем и ставим в холодное место, чтобы оно полностью застыло. Koyacağız. Donacak. И отправляем в холодное место. У нас это в данный момент балкон. На балкон отнесем. И все. Açacaksın. Вот так аккуратненько туда. Все, пускай остывает. Şimdi arabaşının çorbasını yapacağız. Tavuğumuz pişti. Didikledik böyle beyaz etini. Итак, смотрите, вот так разделили куриное мясо. Это бульон. Şimdi tavuğumuz yağlıysa yağ koymaya gerek yok. Değilse birazcık tereyağı. Если куриный бульон у вас жирный, то сливочного масла можно не добавлять. Если же недостаточно, то можно добавить 1 столовую ложку сливочного масла.
И мясо, видите, вот такими тоненькими, маленькими кусочками разделили. Evet, yağımız eridi. Масло растопилось. Salça. 1 столовую ложку томатной пасты. Un ama çorbanıza göre un ayarını da kendiniz yapabilirsiniz. Я добавила 3 столовые ложки муки, но вы можете смотреть по количеству супа. Unu açmak için biraz su. Чтобы сделать муку немного такой жидкой, добавляю воду. И сейчас все хорошо перемешаю венчиком. Şimdi tavuk suyunu koyuyorum. И сейчас добавляю бульон куриный, сразу же все сюда, хорошо перемешиваю. Добавляю куриное мясо. Tuzunu atıyorum. Солю по вкусу. Bu çorbanın özelliği ekşi ve acı olması. Особенность также этого супа, то что он должен быть остреньким и кислым. Ben şimdi az acı atacağım. Çocukları olduğu için çorbadan ayırıp sonra daha çok acı atacağım. Я добавляю сейчас мало острого перца, потому что дети будут также есть. Ну, потом разделю одну часть для детей, вторую часть для взрослых. И в эту вторую часть добавлю побольше острого перца. Также, видите, лимонный сок обязательно в этот суп добавляется. Уже потрясающий аромат идет. Невозможно. Kaynayacak. Сейчас оставим закипать. Şimdi çorbamızın kıvamı bu olacak. Смотрите, суп должен быть такой наваристый. Ben çocuk için tatlısını ayırdım. Для детей мама немножко отделила, разделила. Здесь не будем добавлять сюда острый перец. Az değil değil mi? И Şimdi içerisine acı biber atıyorum. сюда сейчас добавим острого перца. Вот. Acı olacak ki soğukta üşütmeyecek. Для того, чтобы Ve bu зимой, biberden atarız. чтобы не мерзнуть, вот Böyle такой, biraz kaynayacak. такой острый суп, он согревает изнутри. Оставим немножко покипеть. Bilirsiniz bu çok acı. Насылы атом. Atom biber. Вот этот остренький перец, вы можете его тоже добавить, он прям очень жгучий. Но для любителей вот это прям то, что надо. Çıkana kadar И ondan sonra servis yapacağız. оставим немножко покипеть, для того, чтобы вот эта острота из перца вся вошла в суп. Итак, смотрите, как порезали тесто. Вот таким образом его порезали и красиво положили в супчик. Можно это делать по-другому, просто отдельно налить. Да. В общем, nasıl yiyeceğiz onu sen gösterir misin? Murat. Сейчас муж вам покажет, как это нужно есть. Это надо, Yanlış конечно... çorba mı? O şeyin yanında. Önce kaşığı çorbaya koyuyoruz hamur yapışmasın diye. Сразу ложку макаем в суп, чтобы тесто Sonra не kaşığa прилипло. hamur daldırıyoruz Вот так. И ve çiğnemeden yutuyoruz. И не надо жевать. Но, конечно, это нереально. Я и не знаю смысл так не жевать. Я жую. Sen de yapmak ister misin? Так что, afiyet olsun. Приятного аппетита всем. Anne eline sağlık. Afiyet olsun. Bu su yedi. Hayır bu benim oğlum.